Ну, для начала, да, что такое, собственно, behavioral neuroscience, как очень часто мы называем нашу область исследований, дабы отличать ее от молекулярных каких-то механизмов. Да? Ну, это та область исследований, которая изучает механизмы мозга и связанное с ними поведение. Поведение – это то, что мы с вами можем внешне наблюдать, внешне регистрировать у любого живого объекта какие-то характеристики проявления его реакции на среду, на поступающий сигнал и так далее. И стратегической задачей исследования нашей области – это необходимость пронаблюдать, оценить, посчитать поведение у животных или у человека и связать эти поведенческие формы, которые мы можем наблюдать, с специфическими механизмами, оперирующими в мозге, то есть с теми специфическими процессами, которые в мозге происходят. Значит, это вот то, как определяет Сагал поведенческий нейросайенс, вот в большом таком хендбуке, который вышел еще в начале 90-х годов, где рассмотрены разные практические подходы к исследованиям. Ну, у нас с вами область очень широкая, и поэтому вот в ней в течение многих-многих-многих лет выделялись разные более узкие специализации, к которым можно относить и вот все то, что перечислено здесь на слайде. Все это, по большому счету, behavioral neuroscience, тот, которым мы с вами занимаемся или планируем заниматься, если вы там студенты еще или аспиранты, и то, что вы выбрали для себя. Да? Как бы мы это с вами не называли узкоспециально, да? Все это behavioral neuroscience. Наша наука пытается использовать разные инструменты для того, чтобы исследовать то, что происходит в мозге или в мозгу. Да, это могут быть различные вещества, лекарства, препараты, химикаты, блокаторы, активаторы и так далее. То есть различные фармакологические, в общем смысле этого слова, средства, которые мы используем для того, чтобы изменить течение каких-то процессов в головном мозге, в первую очередь, да, в нашем объекте исследования. Это может быть различные формы электрической стимуляции, это могут быть различные методы повреждения мозга, которые дают представление о том, как изменяется функция отделов мозга, отдельных областей этих отделов мозга. Это, безусловно, на современном этапе различные генетические манипуляции от обеспечения повышенной экспрессии или ингибирования экспрессии различных генов и исследование того, как это в целом влияет на функцию мозга и в конечном счете на поведение. И сюда включается очень много разных имеющихся подходов, вплоть вот до геномного редактирования, которое сейчас стало активно применяться для получения различных нокаутных животных, трансгенных животных. Ну и в конечном итоге это моделирование патологии, различных болезней, травм и так далее, что позволяет изучать не только патогенез заболеваний, да, и механизмы, которые лежат в основе патогенеза заболеваний, но и, в принципе, дает понимание того, как в отсутствии этого заболевания в норме функционирует мозг, или в отсутствии этой патологии или травмы этого отдела функционирует мозг. Вот различные такие манипуляции мы с вами используем в нашей деятельности. Ну и вот то, что мне хотелось бы тоже упомянуть в плане определения, это то, что такое животная модель или модель на животных. Чаще понятие, используемое для описания моделей заболеваний.
которые мы воспроизводим на животных. То есть это любая живая, не человек в данном случае, да, не человеческая, чаще всего часто генетически созданное животное, используемое в исследованиях для изучения болезни человека с целью лучшего понимания процесса заболевания без дополнительного риска, который может быть нанесен человеку при изучении таких заболеваний. Значит, ну, в английском языке термин animal model, он достаточно принятый и в таком сочетании используется очень часто. В русском языке, в принципе, сочетание животная модель – это языковая норма, которая допустима. Мне, если честно, она не очень нравится, чисто вот по звучанию. Вот, поэтому я вот больше люблю, когда мы говорим о моделях на животных или моделях моделировании у животных, вот, потому что само по себе, хоть это и допустимо, вот я даже поиск специально по этому поводу делал, собственно, специалисты по языку считают, что животная модель, ну, как животный организм, продукты животного происхождения мы с вами используем, такие животные как определение, да, а не как существительное. Вот, поэтому, наверное, это допустимо, но, в общем, это как-то вот в отношении животного, мне кажется, не очень красиво. Мое личное мнение никому не навязываю. Ну и, собственно, что мы с вами, да, когда приступаем к исследованию, вот с чем мы сталкиваемся? Да? Мы в первую очередь выбираем какую-то проблему. Да? Значит, соответственно, выбирая такую проблему, мы решаем, что мы должны исследовать такую проблему. Нам это интересно в той области, в которой мы работаем. Мы имеем все доступное оборудование, вот, у нас все есть для того, чтобы осуществлять решение этой проблемы и, собственно, какие этапы мы с вами проходим, прежде чем принять решение для того, чтобы приступить к исследованию. Да? Ну, мы должны о чем задуматься? Мы, наверное, должны задуматься о том, какой объект для исследования мы выберем. Собственно, на чем мы будем наблюдать, да, с вами? Вот то, что существование той проблемы, которую мы выбрали для себя. Мы должны, наверное, выбрать наиболее подходящую в данных условиях задачу поведенческую, которую этот объект, в которую мы поместим этот объект и будем наблюдать его поведение. Мы, безусловно, должны выбрать некие экспериментальные параметры, которые мы будем регистрировать с вами в ходе нашего исследования. Мы должны еще на этапе принятия решения, и я подчеркиваю необходимость этого, должны решить, какой статистический метод будет необходим нам для дальнейшей обработки тех результатов исследования, которые мы проведем, да, вот, которые мы получим, тех результатов, которые мы получим в результате исследования. Вот это, наверное, 4 основные пункта, которые мы должны с вами перед собой сформулировать до того, как мы начнем выполнять соответствующую работу. Следующим этапом является, естественно, собственно выполнение эксперимента. Мы должны по окончании эксперимента провести верификацию нашего воздействия, да, если мы проводили какие-то инвазивные манипуляции. Вставляли электроды, канюли и так далее, мы должны обязательно провести соответствующую нейрохимическую или гистологическую верификацию того, что мы с вами сотворили, и проводя эксперимент. Дальше наступает этап интерпретации данных. И, наконец, если мы с вами успешны и удачливы, то мы готовим с вами рукопись и публикуем данные результаты, презентируя их миру.
Да, ну и вот давайте мы каждый из этих этапов немножечко разберем, собственно, что мы должны решить на каждой стадии нашего исследования. Ну, когда мы выбираем с вами, собственно, что мы будем исследовать, да, какой объект мы возьмем исследовать, мы должны решить, какой это будет вид животных, потому что все-таки мы с вами больше в области нейронаук работаем на животных, не на растениях. Да? Мы должны выбрать линию или породу животных, или группу социальную, в которой мы проводим исследования, чтобы она была достаточно однородной для получения, в общем-то, довольно однородных результатов. Мы должны выбрать пол животного. Это очень важный аспект принятие решения о том, что мы с вами исследуем и кого мы с вами исследуем, выбрать возраст. Ну, в данном случае я написал животных, и, наверное, я больше буду говорить о животных, потому что я работаю с животными всю жизнь все-таки гораздо больше, чем с людьми, и мне это немножко проще. Ну и, наконец, мы должны обязательно соблюсти определенные этические принципы в работе с животными. Об этом мне тоже скажу несколько слов. Самая нетривиальная задача, хотя казалось бы, что тут такого необычного, это выбрать вид животного, на котором мы будем проводить исследования. Ну, одними из наиболее часто выбираемых видов для наших работ, экспериментальных работ, это являются крысы или мыши. Крысы или мыши, отдавая предпочтение тому или иному виду грызунов в нашей работе, мы должны с вами понимать, что если мы собираемся исследовать когнитивные процессы, то крысы для этого более приспособлены, крысы более высоко организованы в этом плане, чем мыши. Большинство методов, существующих для изучения когнитивных функций, ну, под ними мы в первую очередь у животных понимаем с вами обучение и память, как когнитивное внимание до некоторой степени. Да? Все остальное, связанное с сознанием, мы не понимаем. Можем ли мы его изучать у животных, есть ли оно у животных и так далее. Наверное, есть. Не исключено, что это все есть, но мы не очень понимаем, как к этому подходить, поскольку они не дают нам вербальной обратной связи, и нам очень трудно понимать, что животное осознает, чего не осознает. Мы только об этом можем судить по каким-то внешним признакам. Даже выбирая крыс, значит, мы должны понимать, что в каких-то задачах крысы ведут себя лучше, в каких-то хуже. Ну, например, в задачах на избегание крысы ведут себя очень хорошо, если нужно вырабатывать какую-либо из видов, основанных на избегании того или иного нежелательного стимула. И, наверное, это лучший выбор для тех задач, которые или наблюдений, форм обучения, которые очень сложно автоматизировать. Ну, в первую очередь это касается, например, задач с использованием различных лабиринтов. Крысы довольно хорошо обучаются в лабиринтах, обучение проходит очень быстро, они легко находят нужные пути, и поэтому использование крыс в этих задачах достаточно просто. С мышами задачи лабиринтные довольно сложно решать, особенно там, где не используются жесткие формы подкрепления. Но в данном случае под жесткими я имею в виду грозящие некоторой опасностью, поскольку, например, в водном лабиринте мыши тоже обучаются, хотя обучаются с большими проблемами, чем крысы. Кроме того, крысы достаточно сложно обучаются в задачах с оперантным обучением. То есть в камерах оперантных они обучаются довольно сложно. Опять же, нужно иметь в виду, что, например, если вы берете крыс, дальше я не помню, я об этом писал отдельно, да, значит, если
мы берем с вами... Так, что у меня поехало все назад. Прошу прощения. Значит, лучше в оперантных задачах ведут себя голуби и обезьяны. Они считаются, например, лучшими представителями для форм обучения того, вот именно в камерах, требующих оперантного обучения. Но надо сказать, что, в принципе, и для крыс, и для мышей такие формы обучения в инструментальных камерах, вот этих самых, они достаточно хорошо разработаны. Более того, на сегодняшний день разработаны задачи, в которых именно в инструментальных камерах, где мыши способны различать различные предъявляемые им на дисплеях объекты и формировать свое поведение в зависимости от вида стимула, который им предъявляется на планшете, например, да, дотрагиваясь до планшета и получая соответствующее подкрепление или избегая дотрагиваться до планшета с соответствующей картинкой. В общем-то, это все совершенствуется, разрабатывается, поэтому, наверное, можно все это использовать в своей работе, но, в общем-то, до того, как вы приняли решение, что вы изучаете и какой метод вы выбираете, вы должны понять, какой вид животных вы будете использовать. Ну, помимо этого, да, нужно помнить, что, например, капюшонные крысы гораздо медленнее растут, чем вистеры, на которых большинство из нас с вами работает. Они поскольку не имеют красных глаз, у них лучше зрение, они лучше работают в тех задачах, когда используются зрительные стимулы. И капюшонки более подходят для долговременных исследований, поскольку они вот как-то дольше сохраняют вот мотивацию какую-то к работе в различных условиях. Пол. Выбор пола животных тоже задача неоднозначная. И в последнее время этому уделяется очень большое внимание. И оно продиктовано тем, что большинство фармакологических работ было выполнено на самцах. Понятно, с чем это было связано. Это гораздо легче, поскольку нет эстрального цикла. Эстральный цикл довольно короткий, несколько дней, там 3-4 дня у самок крыс составляет. От того, в какой фазе эстрального цикла вы начинаете обучать крысу, сильно зависит результат конечного обучения. В некоторых фазах они не обучаемы совсем. Самки крыс для обучения используют совсем иные стратегии, чем самцы. Во всяком случае, когда вы используете, например, пространственное обучение, самки чаще используют эгоцентрическую стратегию. То есть они скорее запоминают, например, не положение платформы относительно там, в водном лабиринте, вот во всяком случае, то, что своими руками я попробовал и наблюдал, они ориентируются не по внешним стимулам, не по внешним сигналам, они ориентируются по тому, на какой угол нужно отклонить траекторию заплыва своего, чтобы быстрее найти платформу. И это для них гораздо легче, чем ориентироваться по внешним сигналам. И, собственно, поэтому, когда вы... Да, но... Если мне память не изменяет, примерно год назад, может быть, даже меньше, в Nature была огромная статья, посвященная тоже, вот сейчас очень много таких статей выходит, воспроизводимости исследований, и там указывалось прямым текстом, что когда вы приступаете к исследованию нового препарата или пытаетесь исследовать действие определенного вещества на какие-то функции, в том числе и высшие функции мозга, вы пилотный эксперимент должны построить таким образом, чтобы использовать животных обоего пола, поскольку отклонения в эффектах препарата могут существенно зависеть от того гормонального фона, который есть в базе у этих животных. И только поняв, что, например, самки и самцы не отличаются по поведению в этой задаче и не отличаются по реакции на вводимый им препарат, вы можете использовать один пол животных для того, чтобы проводить свои исследования. Если же такие различия наблюдаются,
Вы обязаны использовать оба пола и закладывать в свой эксперимент соответствующее количество животных обоего пола для того, чтобы получить адекватный результат и дальше его презентовать, так сказать, научному сообществу. Поэтому в любом случае вы должны иметь это в виду и аккуратно подходить к этому вопросу при выборе субъекта. Ну, я думаю, что, наверное, то же самое относится и к человеку. Я просто как бы, что касается человека, не могу выступать здесь в качестве эксперта, но я думаю, что вот дальше наши коллеги, которые будут касаться методов исследования у человека, тоже, может быть, обратят на это внимание и как-то больше это осветят в своих лекциях. Хендлинг. Хендлинг – вещь для проведения поведенческих экспериментов обязательная. Вопрос о том, как осуществлять хендлинг, тоже не является тривиальным, поскольку от того, мужчина или женщина осуществляют работу с животными, насколько человек умеет обращаться с экспериментальным животным, очень сильно зависит тот результат, который будет получен в конце. Как бы нам не хотелось объективизировать больше нашу работу, но вот элемент субъективного существует. Еще один важный аспект, значит, это как долго осуществлять этот хендлинг. Поскольку мы с вами очень часто используем задачи, в которых исследуется форма оборонительного поведения, и в качестве стимулов могут применяться достаточно серьезные стимулы, болевые стимулы, да, я уж в нашей аудитории, наверное, могу это и так называть. Раздражение достаточно сильное, близко к порогу болевых ощущений у животных, то, соответственно, если у вас животное подвергается избыточному хендлингу, то, как правило, это приводит к снижению реакции на эти негативные стимулы. То есть оно просто не боится и не реагирует на устрашающий или пугающий стимул с той степенью, с которой оно должно быть. Значит, в существующих руководствах нынешних рекомендуется хендлинг осуществлять не более 3 дней. При этом хендлинг должен включать в себя все этапы, начиная с погружения рук в клетку и привыкания животных к рукам. Особенно это касается мышей. Крысы менее реактивны в этом смысле, хотя, в общем, тоже их надо приучать к этому. Значит, я очень рекомендую зайти на сайт, простите уж за рекламу, да, компании Open Science. Многие из вас ее знают. Это фирма наша отечественная, производитель оборудования для исследования поведения. И ознакомиться вот с этим методом, он здесь на фотографии изображен, который они очень рекомендуют использовать, особенно в работе на мышах. Он позволяет избежать избыточного прикосновения к животным во время работы. Это помещение животного в цилиндр и переноска в цилиндре из домашней клетки в поведенческую установку. Это очень просто с точки зрения техники исполнения. Единственное, что это требует чуть больше процедуры приучения, чтобы мышь сама входила в этот цилиндр. Нужно ее научить входить в цилиндр. Тогда вы ее легко в цилиндре переносите, практически к ней не прикасаясь, не причиняя ей болевого воздействия, избегая агрессии с ее стороны, со стороны мышки. Вот. И это очень сильно помогает и спасает нас с вами от избыточного хендлинга. В любом случае он должен осуществляться. Ну и, наконец, условия среды. Условия среды, в которых вы тестируете животных, должны поддерживаться стабильными на протяжении всего периода проведения эксперимента. Это должно включать в себя температурные условия, время дня и посторонние шумы. Поэтому, в общем, мы всячески пытаемся использовать все возможности для того, чтобы максимально изолировать. Мы в своей лаборатории, например, это используем. И стараемся максимально изолировать экспериментальное животное от исследователя для того, чтобы не было зрительного и какого-то обонятельного контакта между исследователем и животным.
Все поведенческие эксперименты записываются на камеру, и я очень рекомендую вам это все писать, поскольку очень часто какие-то мелочи, они уходят из нашего зрения, и вы не можете их вспомнить, если не успели записать на бумагу. Ну и да, вот best advice в конце. Да, значит, прежде чем выбрать субъект и начать что-то делать, пожалуйста, изучите литературу. И если вы хотите, чтобы ваш эксперимент получался так же, как в других лабораториях, используйте животных той же линии, той же массы, того же возраста, как используются в основных лабораториях, ключевых лабораториях в вашей области. Особенно, если вы хотите воспроизвести чью-то работу. То есть если вы не просто хотите поставить что-то новое, придумать там уникальное, да, а если хотите, чтобы у вас работало так же, как у людей, значит, выбираем все то же самое, что сделано в лучших лабораториях, работающих в вашей области. Это имеет свои негативные стороны, я об этом тоже, наверное, упомяну, когда будем говорить про этику. Выбор задачи. Выбор задачи – это ключевое решение, которое принимает экспериментатор, прежде чем приступить к выполнению работы. Значит, самое лучшее в этой ситуации – это иметь рабочую гипотезу, которую вы собираетесь проверять в своем исследовании. Тогда вам легче выбрать ту задачу, которую вы будете ставить как основную в вашем эксперименте. Очень важный момент. Если вы используете какую-то исследуете какую-то когнитивную функцию, ну, например, вы исследуете обучение памяти и формирование памяти у животного, вы должны обязательно проверить, насколько у тех животных, которых вы исследуете, сходны некогнитивные аспекты их поведения. Потому что некогнитивные аспекты поведения могут в значительной степени влиять на выполнение той задачи, которую вы исследуете. Ну, в качестве самого простого рекомендуется во многих руководствах протестировать животных в тесте «Открытое поле», чтобы проверить, насколько они подвижны, активны, насколько у них сходна исследовательская мотивация, исследовательское поведение, что они не отличаются существенно по мотивационным аспектам поведения и по активности. Если они у вас не отличаются, если ваше вещество не влияет на эти аспекты поведения, то вы можете смело проводить эксперимент и говорить о том, что вы действительно используете правильно, что ли, да, подходите правильно к выбору этой задачи. Если у вас имеются особенности какие-то поведения, которые вы замечаете, ну, например, у вас животные очень сильно отличаются по исходной двигательной активности, да, есть животные, которые не двигаются в стрессовых условиях, есть животные, которые гиперактивны в двигательных условиях. Если вы их при этом помещаете, например, в условия камеры активного избегания, где первым аспектом поведения, который вы наблюдаете, является формирование инструментальной двигательной реакции перехода из одной половины камеры в другую половину камеры при действии болевого подкрепляющего стимула, а у вас одно животное замирает в этих стрессовых условиях, а другое животное бежит все время, то вы будете исследовать не только влияние чего-то, да, там, я не знаю, каких-то аспектов, которые вы собираетесь изучить, на формирование когнитивного элемента в этой задаче, но вы будете также зависеть от того, у вас животное имеет мотивацию двигаться или оно замирает в стрессовых условиях. И в этой ситуации вам достаточно трудно интерпретировать ваши данные с точки зрения исключительно когнитивных аспектов, которые вы наблюдаете. И еще один очень важный момент. Когнитивные процессы – это очень сложные процессы на уровне их поведенческого
что ли, поведенческой экспрессии, да, поведенческого выражения. Поэтому их нельзя, или вы не можете выбрать, подобрать ни одной задачи, в которой вы сделали бы оценку быстро, просто и обязательно вот прямо вот определенно бы исследовали вот когнитивные аспекты. Да? Поэтому вы, если планируете исследовать именно когнитивный процесс, должны приготовиться к тому, что в принципе исследование когнитивной деятельности – это достаточно длительный во времени процесс, требующий многократных воспроизведений одного и того же эксперимента. Ну, наверное, все о выборе. Я думаю, что больше вам расскажет об этом Григорий Галарович вот на следующих 2 лекциях. Ну и вот очень важный аспект, которого мне хотелось бы коснуться, это этика в проведении биомедицинских исследований. Значит, 2, как мне кажется, основополагающих декларативных документа в этой области существуют. Это всем известная Хельсинская декларация, принятая Всемирной медицинской ассоциацией, касающаяся этических принципов проведения медицинских исследований у человека или на человеке. И относительно недавно появившаяся, Хельсинская декларация была принята достаточно давно, да, в исходном своем виде это середина 60-х годов прошлого века. Несмотря на то, что она получала различные дополнения, исправления, коррекции, она вот до наших дней дошла в такой своей основе. Значит, в 2010 году была проведена первая конференция по биомедицинским исследованиям в Базеле в Швейцарии, где более 60 участников этой конференции приняли то, что получило название Базельской декларации. Это такой призыв к ученым использовать этические подходы для того, чтобы исследования наши на животных были более прозрачны, для того, чтобы они вызывали больше доверия у общества и для того, чтобы лучше доносить результаты этих исследований до нашего общества. Значит, я не буду подробно останавливаться на пунктах этих деклараций. Вот ссылки здесь даны. Если кому-то интересно, вы можете все это найти на специализированных сайтах. И тот, и другой посвящены отдельно этим декларациям. Там находится перечень всех подписантов этих деклараций. Это уже и организации, и крупные исследовательские учреждения, и издательства, которые стараются придерживаться этих принципов. Существует несколько документов, которые определяют то, как мы должны проводить, как мы должны заботиться и защищать животных непосредственно в процессе проведения лабораторных исследований. Значит, 2 основных документа, которыми большинство ученых в мире пользуются, это руководство по использованию лабораторных животных, разработанное Национальной академией наук Соединенных Штатов, исследовательским советом национальным в Соединенных Штатах, и который принят в основном в NIH и считается основополагающим документом практически для всех западных организаций неевропейских для проведения и соблюдения правил этических и вообще всех правил работы с лабораторными животными. И второй документ, который определяет работу с животными в Европейском Союзе, это директива 2010 года, которая стала развитием директивы от 1986 года. Значит, была принята уже Европейским парламентом в качестве основного документа, регламентирующего работу с лабораторными животными в Европейском Союзе. Значит, если я правильно изучил все, что касается этой директивы и того, какие страны ее одобрили и придерживаются ее исполнения, подписи Российской Федерации под этой директивой не стоит. Поэтому, когда мы с вами пишем, что мы соблюдаем принципы директивы в планировании и выполнении своих исследований или принципа руководства
NIH в своих исследованиях. В общем-то, это нас по большому счету с вами ни к чему не обязывает, поскольку мы просто декларируем это на уровне законодательства. В нашей стране эти документы не были одобрены ни один, ни другой. Значит, единственное, что регламентирует в Российской Федерации работу с лабораторными животными, это, значит, это таблица, взята мною вот из статьи, опубликованной в журнале «Лабораторные животные для научных исследований». Это такой не очень популярный журнал. Сейчас я скажу еще два слова об этом. Значит, есть такой федеральный закон о ветеринарии, и есть вот множество подзаконных актов, которые вот здесь перечислены. В основном это СанПины и ГОСТы. Значит, несмотря на то, что здесь первым пунктом стоит директива Европарламента и Евросоюза по охране животных, используемых в научных целях, вот я говорю, я не нашел. Там перечислены все страны-подписанты этой директивы. Насколько я понял, мы не подписывали эту директиву. Мы, как государство, я имею в виду Российская Федерация, поэтому у нас имплементация вот этих правил, она не очень проведена на законодательном уровне. Значит, и большинство ГОСТов касается содержания и ухода лабораторных животных, то есть это то, что касается работы питомников, вивариев, ферм и так далее, то, что регламентирует закон о ветеринарии. Собственно, никаких других документов, регламентирующих работу с животными на территории Российской Федерации современных не принято. Есть закон Минздрава от 1977 года, Минздрава СССР, где прописаны какие-то правила по работе с животными, но, в общем-то, я, если честно, не очень знаком с этим законом. И есть приказ Минздрава 2013 дополненный и исправленный в 2016 году по надлежащей лабораторной практике. Но этот приказ регламентирует работу, собственно, при выполнении в основном доклинических исследований в лаборатории. Как правильно организовать, как правильно поставить задачу, проблему, какие пункты включить в качестве обязательных в план исследования, как отчитаться, как провести, как отчитаться. Вот то, что регламентирует этот приказ. Значит, ничего касающегося работы с животными в ходе эксперимента, кстати, как и работы с человеком в ходе эксперимента, в этом приказе не упомянуто. Значит, если вам более интересно, собственно, все это, вы можете ознакомиться со всеми вот этими правилами. Есть такая ассоциация специалистов по лабораторным животным. Наше подразделение РУСЛАСа называется. Она международная ассоциация. Вот у нас есть такое российское отделение. Там есть руководство по работе с лабораторными животными, переведенное на русский язык. Все вы можете там посмотреть, почитать. Организация регулярно проводит различные конференции, где выступают специалисты, работающие с лабораторными животными, которые рассказывают о том, собственно, как соблюдать, какие правила соблюдать для работы с лабораторными животными. Эта организация проводит регулярно курсы, обучающие различным манипуляциям с лабораторными животными, правилам, соблюдению правил работы с лабораторными животными, на которые можно записаться и которые можно пройти. Выдается документ. Вообще, на самом деле, если у вас нет такого документа, то по большому счету вас могут не допустить к работе в любой западной лаборатории, поскольку вы не сертифицированный специалист. Работе с животными в первую очередь. И никакая справка из нашего института вас может не спасти. Директивой Евросоюза от 2010 года были законодательно для Евросоюза имплементировано в проведении научных исследований, введено, да, правило 3 R. Это правило, которое было сформулировано, опять же, еще в середине 50-х годов, в конце 50-х годов прошлого века. Оно включает 3 основные понятия. Это replacement, reduction and refinement. То есть это замещение животных, имеется в виду уменьшение числа животных и улучшение качества работы с животными. Значит, эти
3 правила подразумевают, что replacement, да, замещение, что вы будете использовать методы и стратегии, которые, или подходы, которые позволяют вам не использовать живых животных для проведения экспериментов. Это могут быть системы инвитро, это могут быть химические системы, которые базируются на проведении биохимических различных подходов, синтетических молекул не животного происхождения, да, не природного происхождения, которые вы можете использовать, не экстрагируя их из тканей животных живых. Это компьютерные методы компьютерного моделирования, которые широко внедряются очень. Во всяком случае, предлагается очень много методов инсилика, когда используется поиск фармакологических препаратов по химическим формулам. То есть не каждое тестировать на животных, а наиболее подходящие используются с высоким потенциалом фармакологического эффекта, и только потом уже переходят к исследованиям инвитро, инхимика и, наконец, инвиво, если эти препараты показывают достаточную эффективность в своей работе. Ну и использование различных омиксных технологий. Это такое вот модное нынче понятие, да, это транскриптомика, протеомика, метаболомика, когда вы в одной пробе получаете возможность исследовать очень много различных показателей и таким образом получать целостную картину, не используя каждый раз для этого новых животных. То есть замещение животных там, где это возможно. Reduction – снижение числа животных, которые используются для достижения того же самого, могут быть использованы в эксперименте для достижения того же самого результата. Что здесь как подходы предполагается? Это максимизация информации, которую вы можете получить от одного животного. То есть максимально возможное число показателей, которые вы можете получить, зарегистрировать в поведении или получить химических, биохимических каких-то маркеров и так далее. Это снижение общего числа животных, которые используются в исходных описанных процедурах, и которые позволяют вам не использовать для достижения результата дополнительное число животных. И, наконец, использование одного и того же животного более чем один раз в экспериментах, если это не нарушает возможности достижения той научной цели или результата, которую вы поставили перед собой из-за ухудшения здоровья животного, его состояния и так далее. То есть выполнение как можно большего числа исследований на одном и том же животном без ухудшения его жизнедеятельности. Ну и, наконец, refinement. Refinement – это улучшение. Улучшение чего? Подразумевается, что вы устремляете все силы для того, чтобы улучшить благополучие животного или, ну, для человека, я думаю, что это точно, да, предпринимаете любые процедуры в процессе проведения экспериментов или в процессе разведения содержания животных, которые позволяют улучшить жизнь животного на протяжении от его рождения до его смерти с целью минимизации боли, страдания и испытываемого животным дистресса, то есть негативного стресса, поскольку все эти процессы, то есть боль, страдания, дистресс, приводят к изменению физиологических функций, в итоге влияющих на результаты вашего эксперимента. Ну, понятно, что если животные постоянно находятся в условиях дистресса, например, неподходящего содержания, да, изолированные или в избыточном количестве содержатся в группах, то это ведет к формированию стрессорной длительной адаптации к этому стрессу. Это ведет к сдвигу гомеостаза и к формированию состояния аллостаза, длительно закрепляющегося, когда у вас все функции организма изменяются таким образом, что не возвращаются к гомеостатическим константам, а поддерживаются на измененном уровне и становятся нормой для этого животного. И таким образом это оказывает большее влияние на результаты вашего эксперимента, чем то, что вы могли бы предпринять
за счет дополнительных усилий или финансовых затрат для улучшения, так сказать, благосостояния животного в течение его жизни. Опять же, это подразумевает в том числе и замещение различных одних видов животных другими видами животных. Ну, например, когда вы можете в каких-то экспериментах, которые исходно ставятся на приматах, вы можете в итоге уйти на животных, ну, как пишут авторы этой концепции, менее, что ли, менее обладающих сознанием, чем приматы, да, ну, например, заместить их в каких-то экспериментах на рыб. Сейчас это очень популярно, да, или если у вас есть возможность там заместить рыб на дафний и провести свои эксперименты на дафниях, а не на рыбах, да, вот это тоже как бы относится к рефайнменту. Наши грантодатели на сегодняшний день не требуют включения описания соблюдения этических норм, по большому счету, на мой взгляд, практически не требуют. Специально выделять это в качестве отдельных каких-то пунктов, где вы объясняете, каким образом вы будете придерживаться вот этого правила 3R. А вот, например, ну, тоже, опять же, по собственному опыту, при составлении заявок в ДФГ есть отдельный пункт, где вы не только должны описать все ваши этические подходы, но вы должны обязательно написать, как вы будете достигать реплейсмента, редакшена и рефайнмента при планировании своего эксперимента. То есть вы просто должны тупо по пунктам это изложить. И если вы это не излагаете, то вероятность прохождения вашей заявки существенно снижается. То есть это, я думаю, что мы тоже к этому придем, поэтому, в общем-то, это надо помнить, и к этому надо готовиться. Экспериментальные факторы, да, которые могут влиять, опять же, на проведение нашего эксперимента. И они непосредственно вытекают из того, о чем я говорил перед этим. Как определить размер группы? Как понять, достаточное ли число субъектов вы используете или недостаточное число субъектов? Ну, если у вас число субъектов недостаточно, вы очень легко повышаете возможность внесения, вероятность, вернее, внесения ошибки второго рода в своем эксперименте. То есть если вы имеете недостаточное число животных, вы можете считать, что вы имеете право, вы получили, что это недостаточное число животных отличается от вашего контроля в каком-то эксперименте, да. Ну, вводили, например, какой-то препарат, и видите, что вот эти 3 мыши или 3 крысы реагируют совершенно замечательным образом по сравнению там, с 10 контрольными животными, и делаете на основании этого вывод, как вы считаете, обоснованный, о том, что вы можете отвергнуть нулевую гипотезу и принять правильную вашу исходную гипотезу о том, что препарат имеет какой-то эффект. На самом деле такой эффект может быть продиктован недостаточным числом субъектов, включенных в группу экспериментальную, и нулевая гипотеза может быть корректной. А вы делаете таким образом неправильный вывод. С другой стороны, избыточный размер групп делает эксперимент более громоздким, трудоемким, финансово затратным и, опять же, затрудняет дальнейшую интерпретацию результатов в значительной степени, потому что у вас может быть достаточно большие индивидуальные разбросы в этих группах, и вы, в общем-то, не проверив исходно, не поняв, чем они продиктованы, например, не оценив мотивацию у животных, вы можете прийти к неправильным выводам. Что идеально в этих условиях? Я думаю, что вот в цикле, который будет посвящен статистике, Александр Александрович Яковлев об этом расскажет, это провести анализ мощности с использованием
пилотных экспериментов, пилотных данных или имеющихся в ваших запасах предыдущих данных, которые позволяют вам оценить распределение признака по выборке, которая у вас имеется, или в популяции исходной, которая у вас имеется, и на основании величины стандартного отклонения, стандартной ошибки и среднего значения показателя по группе определить размер выборки, который вам необходим для достижения статистически значимого различия при принятом в биологических экспериментах уровне мощности. Тем не менее, есть одна очень большая проблема. То, что анализ мощности, как правило, проводится на довольно больших выборках. То есть, чтобы серьезно провести анализ мощности и понять, каков размер выборок, необходимый вам для проведения вашего эксперимента, для детализации вашего эксперимента конкретного, нужно иметь там порядка 100 значений, а иногда и больше, как в принципе, по большому счету, для большинства статистических методов. То, что мы с вами, когда мы, вот, например, обращаемся к статистикам со своим там десятком значений по выборке и говорим, а нам нужно провести дисперсионный анализ. Вот по большому счету мы не имеем права проводить никакие дисперсионные анализы на таких выборках. Да, есть статистические методы на сегодняшний день, адаптированные для малых выборок. Очень много методов учитывают, что размер выборок небольшой, но тем не менее надо иметь в виду, что статистика – это наука, работающая с большими массивами данных. Поэтому мы всегда это должны с вами помнить, когда планируем какие-то эксперименты. Ну и опять же из советов, да, как в этой ситуации себя вести. Значит, возьмите для тестирования так много субъектов, как вы можете себе позволить. И делайте ваши заключения, проведенные на предварительных пилотных испытаниях, если они были предприняты там, на одном, двух, трех субъектах, с очень большой осторожностью. То есть если у вас вот прямо точно все 3 точки легли вот прямо вот замечательно, как вас устраивает, будьте осторожны при переносе этих представлений на дальнейший план вашего эксперимента. Ну, остальные вопросы по статистике, я думаю, что вы Сан Санычу зададите, он вам расскажет, ответит, как человек практически много этим занимающийся и в клинике, и в эксперименте. Следующие аспекты, да, это методы введения каких-то веществ, если вы используете такого рода воздействие. То есть вообще мы же часто с вами, да, если хотим пощупать что-то, мы начинаем что-то экспериментально менять. Да, мы с вами обязательно либо вводим какие-то фармпрепараты, либо делаем какие-то повреждения, либо еще каким-то образом создаем какую-то там модель чего-то. Да, что мы должны с вами помнить при этом? Мы всегда должны помнить о том, что у нас есть гематоэнцефалический барьер, и о том, что большинство веществ через гематоэнцефалический барьер не проходят. И мы с вами обязательно должны этот аспект учитывать. И если вы используете в своих экспериментах какое-то новое вещество, о котором вы ничего не можете сказать и не можете судить, проходит оно через ГЭП или не проходит, вы должны обязательно взять аналог, который точно не проходит ГЭП, и посмотреть, например, его эффекты в той же самой задаче, которую решает ваш экспериментальный субъект. Если эти эффекты для вещества, не проходящего барьер, не наблюдаются, вы можете, в принципе, говорить о том, что ваши эффекты связаны с центральным действием вещества. Вы должны учитывать период полужизни. Период полужизни вещества может быть гораздо короче, чем то время, за которое это вещество может достичь или достичь, не знаю, как правильно, значит, мозга с кровотоком. Поэтому этот момент вы тоже должны учитывать.
Ну и, наконец, вы должны понимать, обусловлены ли эффекты вашего вещества периферическими его эффектами или его центральными эффектами. Это может быть не связано с прохождением через гематоэнцефалический барьер. Просто ваше вещество может оказывать настолько сильный периферический эффект, что все, что вы видите, это есть последствия воздействия на периферические органы и изменения их физиологического состояния. Выбор доз вещества – это очень сложный вопрос, поэтому прежде чем приступать к планированию эксперимента с исследованием какого-то фармакологического препарата и его влияния на что-то, обязательно посмотрите литературу или имеющиеся предварительные данные, или спланируйте специально предварительный эксперимент, в котором вы исследуете, ну, например, не очень широкий спектр вещества, доз вещества, а хотя бы там логарифмическую зависимость, да, логарифмические интервалы, дозы с логарифмическими интервалами, там миллиграмм, 10 миллиграмм, 100 миллиграмм на килограмм, чтобы понять спектр доз, которые вы можете использовать. Очень часто дозовые зависимости имеют форму U-образную. И похожие эффекты оказываются как очень высокими дозами вещества, так и сверхмалыми дозами того же самого вещества. Поэтому вот какие-то предварительные вот эти вот наброски вы должны иметь. И, наконец, обязательно должны контролировать эффекты носителя, которые используются для растворения этого вещества. То есть либо должен быть у вас плацебо-контроль в экспериментах, где вы максимально воспроизводите все, кроме внесения действующего вещества в ваши ваш дозу, в ваш болюс, который вы вводите, или в то воздействие, которое вы моделируете. Контрольные группы, да, я даже поставил восклицательный знак. Контрольные группы – это то, что должно быть в исследованиях обязательно. Контрольные группы, ну вот я, когда с кем-то говорю и обсуждаю какие-то эксперименты, говорю, контрольные группы – это то, что всегда нас подводит. Да, мы должны максимально отконтролировать те условия, которые мы с вами создаем для того, чтобы изучать какое-то свойство живого организма. Контрольные группы могут совершенно по-разному планироваться. Это могут быть исследования, ну, например, в дизайне repeated measures, когда вы, очень часто используется в фармакологических различных исследованиях, когда вы исследуете разные дозы вещества на одном и том же животном в случайном порядке. Но при этом вы, например, должны учитывать скорость выведения вещества и использовать повторное введение его только когда полностью уверены в том, что вещество либо распалось, либо оно полностью выведено из организма. То есть это нельзя подряд колоть животное разными дозами и смотреть, ах, вот оно чего у нас делает. В исследованиях с различными повреждениями мозга или воздействиями на мозг вы должны обязательно использовать ложно-оперированные группы, так называемые, контроли, которые имеют все экспериментальные воздействия, за исключением непосредственно того, которое вы... То есть все проходят все этапы операций, кроме того воздействия, которое вы исследуете. Всегда должны помнить, что если оперативное вмешательство само по себе может быть значимым для деятельности организма или деятельности мозга, вы должны использовать неоперированных животных в качестве дополнительного контроля. В каких ситуациях это необходимо? Ну, например, если сама по себе операция достаточно тяжелая и требует каких-то очень серьезных хирургических манипуляций. И это может повлечь за собой изменение поведения животного, связанного с проведением такой операции. Или если вы, например, повреждаете какой-то отдел мозга и при этом неизбежно повреждаете другие отделы мозга. Если, например, структура находится очень глубоко и, проходя через другие структуры, вы не можете ее достичь, да, приблизиться к ней, не повреждая другие отделы мозга, вы обязательно должны поставить интактных
условно интактных, да, хендлированных, конечно, там, ну, не оперированных животных в качестве дополнительного контроля для того, чтобы понять, какой эффект вносит операция в ваш результат экспериментальный. Ну, два слова о методах статистического анализа и остальные все вопросы к Сан Санычу по этому поводу. Значит, вы обязательно должны выбирать метод статистического анализа еще на этапе планирования эксперимента. Каждый дизайн эксперимента должен базироваться на статистической гипотезе, которую вы проверяете, и вы должны помнить о тех методах, которые вы планируете использовать для последующей оценки. Статистический дизайн помогает вам спланировать правильно, наиболее эффективно спланировать, даже, наверное, неправильно слово надо употребить, а именно эффективно спланировать эксперимент, когда вы можете уже решить, какой вам подходит размер групп, какие последующие сравнения этих групп вы будете проводить, какое число доз вы будете тестировать, каким образом вы будете вводить препараты животным, если это фармакологические эксперименты, да, вот там это, например, восходящая или нисходящая серия доз, или это вот латинский квадрат, когда используется часть животных одни дозы, часть животных другие дозы, потом они меняются, и таким образом вы будете планировать и так далее. Ну вот о правилах статистического дизайна, я думаю, что вот лучше к доктору Яковлеву. Вы должны помнить о наличии сейлинг и флор эффектов. Да? То есть у вас всегда есть максимально возможный эффект, минимально возможный эффект, ниже которого вы не можете опуститься, даже если будете чем-то очень сильным действовать на животное, и выше определенного какого-то предела вы не можете подняться. Я сейчас еще про это скажу. Ну и, наконец, параметрические и непараметрические методы исследования. Значит, при планировании экспериментов вы по-хорошему должны ориентироваться на использование параметрических методов как более мощных, и параметрических критериев, как более мощных критериев, и подбирать все остальные параметры вашего эксперимента, исходя из того, что вы будете использовать параметрические критерии. То есть вы должны подобрать достаточное количество животных, чтобы суметь сделать вывод о параметрах распределения вашего признака, и соответствующим образом дальше планировать использование тех или иных тестов в ваших экспериментах. Конечно, есть исследователи, которые исходно говорят, что зачем пытаться набирать группы под какие-то параметрические методы, если можно исходить из непараметрических гипотез, устроить на основе использования дальнейшего непараметрических методов, поскольку вы всегда имеете в биологии эксперименты с большой долей вариабельности, вы никогда не можете быть уверены в том, что ваш признак распределен нормально в популяции, которую вы исследуете. Есть тесты поведенческие, например, в которых вы заранее закладываете то, что распределение в них не может быть параметрическим, не может быть нормальным, да, и вы не можете использовать параметрические методы. Ну, например, вы, когда исследуете обучаете животных пассивному избеганию, при тестировании памяти, при тестировании сохранности этого рефлекса или этой реакции вы закладываете, что максимум времени, которое вы наблюдаете, это 300 секунд или там 180 секунд. То есть вы сразу ставите потолочный эффект. Если вы поставили потолочный эффект, вы не можете никаким образом пронаблюдать нормальность распределения вашей выборки, потому что у вас всегда она будет обрезана с одной стороны. Вы не будете иметь животных, которые сидят так долго, как они могут сидеть в светлом отсеке, не переходя в темный, потому что вы ограничили это время. Но здесь вы идете сразу на это по условиям проведения теста, и тогда вы используете только непараметрические тесты, потому что параметрические здесь использовать нельзя. Вот. Но, опять же, это нужно понимать элементарные какие-то статистические законы, правила применения методов статистических. Я думаю, что вот Сан Саныч про это расскажет более практически. Выполнение эксперимента. Значит, как спланировали,
как написано в протоколе, значит, старайтесь максимально следовать вашему дизайну и вашему протоколу. Старайтесь, чтобы ваш протокол, если вы его используете принятый в вашей области, максимально соответствовал тому, что используется в вашей области по всем возможным переменным. Режим, время, параметры стимулов, которые используете, параметры выборок, которые используете. Это позволит вам уменьшить размер вашей выборки, базируясь на исследованиях, проводимых в других лабораториях, и тогда ваши результаты становятся более сравнимыми с тем, что проводится в других лабораториях, и вы можете более адекватно представлять, презентировать ваши результаты, и люди их могут с большей охотой использовать, потому что они понимают, что все сделано более-менее стандартно, соблюдены все стандартные правила работы, несмотря на то, что есть очень много параметров, которые мы с вами не можем отконтролировать. Но все-таки старайтесь максимально следовать принятым дизайнам эксперимента, и это будет всегда проще понять и объяснить для себя и интерпретировать свои данные. Выбор критериев выполнения тех или иных задач обязательно должны вот как раз такой выбор, к нему нужно, к установке этих критериев надо подходить осторожно, поскольку очень строгие критерии могут привести к формированию потолочного эффекта, когда вы не можете ничего улучшить дальше. Например, даже если пытаетесь какими-то методами привести к улучшению выполнения задачи, вы просто ее физически не можете улучшить, потому что достигли потолочного эффекта. Слишком либеральные критерии приводят к очень высокой вариабельности и ну, как бы несоответствующему выполнению задач. Если вы, например, ставите, что себе такую, берете двустороннее избегание, в котором исходно животное может как бы вести случайным образом, выполнять эту задачу с 50% вероятностью, да, правильных ответов. Потому что оно может либо перейти, либо не перейти в ту или иную половину камеры при действии условного, безусловного стимула. Если вы говорите, что вы, например, критерием обучения в этой задаче является выполнение 9 последовательных реакций из 10, пар предъявления стимула, то дальше, что бы вы ни использовали, вы выше этого критерия подняться уже практически не можете, потому что он почти стопроцентный. И тогда, как бы вы не хотели, например, использовать какое-то вещество, какой-то когнитивный энхансер в своих исследованиях, да, вы ничего улучшить уже не можете, потому что ваш критерий слишком жесткий. Если вы критерий ставите очень близко к 50%, то вы не можете с уверенностью говорить, что ваша контрольная группа, которую вы вводите растворитель или которую вы используете для того, чтобы с ней сравнивать что-то, ведет себя адекватно, там, обучились, например, эти животные, они у вас будут практически не обученные. Поэтому мы выбираем такое что-то промежуточное, да, ну, например, уровень 75%, когда у нас есть еще с вами запас для того, чтобы улучшить это поведение, когда мы уже точно знаем, что это поведение не случайное в этом тесте. Ну и, конечно, желательно проводить оценку исходной способности животных к обучению или там исходной способности к выполнению этой задачи, чтобы понимать, что базовый уровень у вас примерно одинаковый у всех животных. Потому что если у вас есть good learner и poor learner в вашей группе исходно, то good learner, они будут быстро учиться, а poor learner у вас никогда ничему не научатся. То есть хорошие ученики всегда будут учиться, плохие ничему не выучатся, как бы вы ни бились в стараниях. Верификация повреждения. Значит, обязательно, особенно в тех экспериментах, которые используют инвазивные техники воздействия, обязательно нужно провести такую верификацию в максимально сжатые сроки после окончания эксперимента.
Почему? Потому что в результате прекращения работы и оставления животного в покое на какое-то длительное время вы можете столкнуться, что возникнут компенсаторные изменения, и вы не сможете сделать правильного суждения о том, правильное ли было повреждение, или правильное ли было вживление электрода, или правильное помещение канюли. В общем-то, необходимо это сделать сразу. В идеале исследователь должен наблюдать и сообщать о любых изменениях в нейрохимических системах, в анатомических системах, которые вызываются любыми его воздействиями, будь то электрод, канюля, нейротоксин и так далее. Значит, если вы смотрите только на то, на что вы подействовали, и не смотрите, что произошло рядом, то, конечно, с одной стороны, вы как бы в плюсе, потому что вы видите только тот результат, который нужно, с другой стороны, вы нарушаете научную этику. И если я успею, я об этом тоже скажу. Значит, вы как бы занимаетесь тем, что получил название пи-хакинга. Я расшифрую потом это. Ну и, наконец, если вы удачливы, успешны и все у вас хорошо, вы получаете важные ответы в результате на те вопросы, которые вы поставили. Отмечу, что если вы правильно их сформулировали в начале. И вы можете ваши данные смело представлять общественности и на основании ваших данных делать новые предсказания, которые вам помогут строить ваши дальнейшие исследования, планировать ваши дальнейшие эксперименты. Но, как это часто бывает, да, мы зачастую в конце эксперимента получаем различные вещи, которые затрудняют ту или иную интерпретацию наших данных. Ну, например, если мы получаем при статистическом анализе данных какие-то различия между группами, которые у нас на уровне практически статистически значимых различий, можем ли мы говорить о имеющихся различиях, можем ли мы об этом рассуждать, это всегда очень большой для нас с вами вопрос. Но несмотря на то, что это остается вопросом, и формально вы не можете говорить о том, что у вас такие различия существуют, не замечать эти различия, не обсуждать эти различия или не планировать дальнейший эксперимент или ставить дополнительный эксперимент, который позволит разрешить вопрос о том, существуют ли такие различия или не существуют, с точки зрения научной этики вы не имеете права. Вы должны обязательно это обсуждать и обязательно об этом говорить, поскольку обожествление вот этого значения 0,05 вероятности отклонения нулевой гипотезы, да, то есть что мы можем с вами с 95% вероятностью отклонять нулевую гипотезу, а нулевая гипотеза у нас всегда говорит о том, что данные группы исследуемые, они сходны по своим показателям. Да, вот это у нас нулевая статистическая гипотеза. И мы ее должны либо отвергнуть в результате анализа, либо ее подтвердить. Да, вот когда мы видим с вами, что у нас вероятность это 94%, мы не можем формально провести деконструкцию, да, вот этой нулевой гипотезы, но мы обязательно этот момент должны учитывать. Потому что когда вот формально, да, вот у меня здесь приведен такой пример, вы говорите о том, что, например, у вас группа А отличается от контроля с вероятностью 95%, а группа Б имеет вероятность такого отличия от контроля 94%. С большой вероятностью эти группы у вас, группа А и группа Б, друг с другом не будут отличаться. Но отличается ли реакция каждой из этих групп относительно контроля в эксперименте?
если я понятно объясню, пытаюсь до вас донести то, что я хочу донести, да, вы должны принимать решение на основании того фактического результата, который вы наблюдаете. И либо ставить дополнительный эксперимент, который позволит вам понять, группа Б у вас отлично по этому поведению, из-за чего, по этому показателю, что является причиной такого отличия, почему оно вот такое. При этом то, что нет разницы между группами А и Б, не означает то, что они не отличаются между собой, даже если вы исследуете один и тот же признак. Поскольку возникновение этих различий может быть обусловлено разными причинами. В одном случае это может быть, там, например, центральный эффект, а в другом случае это может быть периферический эффект. Да? Внешне по своему проявлению они могут быть сходными, а по сути своей они совершенно разные. Ну, не знаю, насколько я понятно объяснил то, что я пытаюсь объяснить, да, но учитывать это вам обязательно нужно при интерпретации ваших данных. Да, ну и вот хорошо, что есть немножко времени. Мне хотелось бы сказать, что вот этот вопрос воспроизводимости исследований, он стал очень остро в наше время и стоит, и продолжает стоять этот вопрос. Ну, в частности, да, вот данные одного из опросов, который был приведен вот в этой статье о мошеннических и невоспроизводимых результатах трансляционных исследований, был проведен опрос, они там ссылаются в своей работе вот на такой опрос. Это опрос более чем 1500 ученых. 70% этой группы опрошенных пытались воспроизвести и не смогли воспроизвести результаты других ученых, экспериментальные результаты других ученых. 52% от опрошенных считают, что в настоящее время в науке существует кризис невоспроизводимости. Кризис невоспроизводимости исследований, который обусловлен целым рядом причин. И часть из этих причин была изложена вот в появившемся недавно совершенно докладе Института научной информации о причинах, точнее, о правилах добросовестности в подходах к исследованиям, как это переводится на русский язык. В русскоязычной версии этого доклада вы можете с ней познакомиться, она есть на сайте ISI. То, какие факторы могут влиять на добросовестность в наших исследованиях и как преодолевать или в чем могут проявляться те самые вот факторы нарушения научной этики, которые мы часто допускаем произвольно или непроизвольно в том, как мы доносим результаты наших исследований до общественности и до научной общественности, до наших с вами коллег в том числе. Ну, вы видите, да, что вот еще в 1994 году была сформулирована в одной из работ вот такая формулировка дана, что почти всегда недобросовестность или ошибки или нарушения этики присутствовали и присутствуют в научных исследованиях, являются их практически неотъемлемой характеристикой. И вот в своем докладе авторы приводят вот такую диаграмму того, как увеличилось практически в геометрической прогрессии число работ, статей, зарегистрированных в Web of Science, посвященных вопросам добросовестности проведения научных исследований и соблюдения этики в научных исследованиях. Эти вопросы впервые, ну, как считается, официально были поставлены в середине 70-х годов прошлого века. И такие вот задокументированные, что ли, данные, это были проведены слушания в Конгрессе, в Комитете по науке, посвященные вопросу соблюдения этики научных исследований, когда были вот, ну, такие прямые прямо вот факты доказаны, когда ученые, например,
один из исследователей проводил работу по пересадке кожи, по кожной трансплантации у мышей, и просто для того, чтобы достичь лучшего результата или показать лучшие результаты, фломастером зарисовал пересаженный участок кожи в черный цвет, и вот в таком виде это было опубликовано, и это было раскрыто, и было доказано, что, в общем-то, исследования были подделаны. И в некоторых западных странах, ну, в первую очередь это США, Великобритания, даже существуют официальные комитеты по наблюдению за research integrity, как они это называют. Да, но вот, я говорю, автор переводит это на русский язык как добросовестность, за добросовестностью и соблюдением научной этики в исследованиях. Это очень такая сложная проблема, потому что на нее нет ответа всегда. Вот когда вы спрашиваете, соблюдена ли этика, очень сложно ответить да или нет напрямую, да, то есть нет, это такая небинарная система, потому что соблюдение научной этики может проявляться в очень разных аспектах, ну, начиная, например, от от преднамеренного использования ссылок на свои собственные работы при отсутствии обязательности ссылок таких, да, что является нарушением как бы этики научной. Ну, то есть у вас были какие-то работы когда-то, они не очень имели отношения, но для того, чтобы повысить свой индекс цитируемости и цитируемости своих собственных работ, вы ссылаетесь на эти работы даже там, где, в общем-то, это не требуется. В данном случае я не хочу никого обидеть, я привожу примеры того, как это может возникать. Часто такие нарушения этики возникают непроизвольно под тем давлением, которое испытывает исследователь с очень разных сторон. И это рассматривается сегодня прямо как критический такой компонент, как давление на исследователя. И это давление может оказываться целым рядом разных совершенно, как модно теперь говорить, да, акторов этого процесса, то есть задействованных лиц, которые вовлечены в этот процесс. Ну, во-первых, сам исследователь, да, для того, чтобы повысить свою конкурентоспособность, для того, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, получить финансирование, должен иметь, например, высокие индексы цитирования, высокие показатели цитирования, высокий индекс Хирша и так далее, которые учитываются при вот тех аспектах его деятельности, о которых я сказал. И это, естественно, давит на ученого и всегда, ну, вернее, в каких-то случаях заставляет его идти на компромисс с этикой и совестью. И, например, заниматься избыточным цитированием своих собственных работ. Да? Журналы, которые стремятся публиковать только лучшие научные статьи в своей области, они тоже, естественно, оказывают таким образом свое давление на исследователя, потому что они стремятся увеличить объем лучших работ привлекаемых, и для того, чтобы опубликоваться в журнале, который хочет публиковать лучшую работу, мы можем идти на определенные компромиссы, которые, значит, соответственно, нежелательны. Издательства, которые стремятся увеличить портфель своих изданий, иметь издания по всем узким областям в разных, так сказать, в разных направлениях исследований, и таким образом давит на журналы, потому что они должны привлекать статьи в эти области исследований, и вот это вот все, опять же, давит на исследователя, научной организации и как научные организации, университеты, которые стремятся привлечь исследователя, базируясь в первую очередь на той базе, основываясь на той базе, которую он имеет в своем портфолио, да, то есть мы должны иметь публикации в хороших журналах, высоко цитируемые, тогда мы имеем большую конкурентоспособность по сравнению с другими для того, чтобы занять соответствующую позицию. Грантодатели, которые, в общем, тоже смотрят на список наших работ, и ну, иногда требования эти совершенно непонятны и необъяснимы как по количеству требуемых публикаций, так и по качеству этих публикаций, потому что
оценка экспертов зачастую бывает удивительной, когда вам могут написать, что вы имеете ограниченный список публикаций, и при этом вы не понимаете, что эксперт имеет в виду. Да, то есть что его конкретно не устраивает в этом списке публикаций. То ли его ограниченность по количеству, то ли его ограниченность по качеству. В общем-то, это тоже как бы моменты, но при этом они стремятся давать свои средства то есть только лучшим командам, которые имеют более высокие показатели публикационной активности, лучшие результаты, опубликованные в лучших журналах и так далее. Хотя мы знаем случаи, что, в общем-то, это не всегда так, а иногда совсем не так. Но, в общем, тем не менее, это тоже оказывает определенное давление. Наконец, государственные ведомства, которые выдвигают формальные правила по публикационной активности, и это тоже, в общем, зачастую заставляет ученых идти на нарушение научной этики, приводит к появлению вот того, что называется salami articles, да, когда вы нарезаете вашу работу на много мелких и публикуете их по отдельности, чтобы иметь больше публикаций. Когда вы стремитесь публиковаться в определенном списке журналов, иногда невзирая на качество публикуемых там статей, иногда это хищнические журналы и так далее. Ну и, в общем-то, авторы всяких аналитических баз, которые включают определенный список журналов в свои базы, и, соответственно, опять же, все это вот по цепочке оказывает определенное давление на исследователя. Значит, для того, чтобы соблюдать научную этику, необходимо решать задачи по ее соблюдению, которые стоят на разных этапах вашей деятельности научной. Вот авторы доклада, опять же, я пока я на нем говорю, потому что мне кажется, что это важно, и более того, я говорю, если кого-то это интересует, вы можете с ним познакомиться, он есть на русском языке, переведенный полностью. Значит, когда мы с вами должны следовать этим правилам научной этики для того, чтобы избежать главной опасности фабрикации, фальсификации и плагиата. Да? На всех этапах, начиная от постановки проблемы и заканчивая выбором способа обнародования наших данных и представления публикаций. Ну, вот коротко давайте пробежимся, собственно, по этим основным положениям. Как мы можем нарушать этику, давайте так я буду говорить, да, в общем виде. При постановке проблемы, при формулировании гипотезы, планировании работы. Значит, каждой постановке проблемы, планированию эксперимента должно предшествовать тщательное изучение литературы. Для того, чтобы избежать повторения проведенных исследований, появления ненужных публикаций, если не поставлено специальной целью, отмечу воспроизведение результата другой работы. Все это может повысить существенно эффективность исследования и, опять же, избежать нарушений научной этики, которая может проявляться вне цитирования наших коллег, вне отдания им, так сказать, дани уважения сделанной предыдущей работе, не учитывания, не учета работ, имеющих противоположные результаты или сообщающих противоположные результаты, неучета, ну и так далее. Собственно, при выполнении исследований, эксперимента, сбора данных. Все эти этапы эксперимента должны быть тщательно документированы. Проверка, значит, вообще в правилах Good Laboratory Practice, если вы посмотрите эти рекомендации в плане ведения лабораторных журналов, то вы увидите, это, конечно, касается в основном доклинических исследований, но мне кажется, что это вообще можно перенести на все исследования, что все вопросы, касающиеся проведения научного эксперимента от формулировки гипотезы до создания экспериментального плана, регистрации показателей, которые вы снимаете во время выполнения эксперимента,
должны быть тщательно задокументированы в тетради с пронумерованными страницами, и все ваши замечания, которые вы формулируете себе при выполнении данного эксперимента, должны быть занесены тщательно в эту тетрадь. Более того, при выполнении доклинических исследований тетрадь должна храниться в лаборатории. Ежедневно сделанные записи должны копироваться и храниться у руководителя исследований, и он несет полную ответственность за конфиденциальность этой информации. И, естественно, никакое удаление страниц с полученными отрицательными результатами не может не привести к нарушению научной этики исследования. Именно это тщательное документирование делает вероятность вашей публикации в дальнейшем высокой, и она не встретит никаких возражений по именно этике исследования. Именно поэтому я вам предлагаю, когда вы выполняете эксперименты на животных, документировать их полностью на видео. Потому что именно тогда у вас есть всегда на руках доказательства того, что все снятые вами показатели, они правильные. Вы всегда это можете подтвердить, перепроверить и всегда предъявить на любой вопрос любого рецензента. Пожалуйста, вот мои данные, вот мое видео. Вы можете проверить и убедиться в том, что все сделано правильно. Далее, вы обязаны во многих случаях сегодня сделать доступ к массивам полученных вами данных открытым. Не все журналы требуют этого доступа сразу, но многие журналы требуют доступа по запросу рецензента. Если рецензент хочет посмотреть ваши первичные записи, вы обязаны предоставить ему эти записи по первому требованию. Если вы открыты в этом плане, то рецензент понимает, что даже если у него есть какие-то сомнения в каких-то пунктах, но вы при этом идете на сотрудничество и готовы предоставить всю имеющуюся у вас исходную информацию, он понимает, что даже если вы заблуждаетесь в ваших выводах, вы имеете право на это заблуждение. Потому что это ваш вывод, сделанный на основании вашей работы, и это интерпретация тех данных, которые вы делаете как исследователь на основании того, что вы получили. Но они у вас, эти данные есть, вот они. Все зарегистрированы и все имеются. Ну, самая, пожалуй, неприятная вещь возникает при анализе данных и при тестировании наших гипотез, при проверке наших гипотез. Это то, что называется фабрикация, фальсификация, подделка данных. Даже не столько подделка, это фальсификация, да, сколько подгонка данных под существующую гипотезу. Это p-хакинг, когда вы выбираете только те фрагменты вашего исследования, которые удовлетворяют вашей гипотезе. Это выборка специфическая данных, которые вы можете представить наиболее выгодно с игнорированием тех данных, которые вы не представляете. И это формулировка гипотезы по окончании исследования. Не проверка гипотезы, а именно формулировка ее. То есть вы взяли, сделали, а потом сформулировали, а зачем вы это делали, проверяли. Вот это с точки зрения правил научной этики, которые сегодня формулируются сообществом, это является нарушением научной этики. Вопрос какой-то? Нет? Тоска? Ну, да, наверное. Значит, следующий шаг, где могут возникать такие вопросы, это подготовка манускрипта, это включение данных, их представление и цитирование других данных, авторство, аффилиация, фандинг, благодарности и объявление о конфликте интересов. Значит, на каждом из этих этапов подготовки вашего манускрипта могут возникать различные аспекты, которые являются проявлением нарушения научной этики. Например, если вы при подготовке рукописи и включении в нее данных
Проводите, например, подготовку изображений, специально обрабатывая их с помощью существующих программных средств. Значит, это считается в первую очередь нарушением научной этики и де-факто подделкой данных. Поэтому очень многие журналы, большие журналы и даже не очень большие журналы на сегодняшний день требуют публикации грязных изображений. Ну, я условно называю их грязными. То есть тех первичных изображений, которые были получены вами с помощью инструментальных средств. Это относится как к изображениям, полученным с помощью микроскопов, так и изображениям, полученным с помощью имиджинга для блотов, различных вариантов имиджинга для MRI и так далее. Значит, существует на сегодня много средств, программных средств, которые позволяют оценить, проводилась ли манипуляция с изображениями. Поэтому, пожалуйста, значит, будьте аккуратны, будьте осторожны, лучше к этому не прибегать. Максимум там вы можете чуть улучшить качество изображения, но если изображение подвергается серьезным изменениям, да, наверное, надо здесь особо упомянуть, что существуют методы анализа, для которых изображение необходимо предварительно обработать. Например, когда вам нужно там померить площади клеток, форму клеток, или вот как, например, у нас там часто делается фрактальность, оценить фрактальную размерность, точнее, клеток оценить. Там есть специальные манипуляции, которые для этого используются. Но вы должны это все тщательно описать, и использование фильтров, там, морфологических фильтров, которые часто используются для подготовки изображений к анализу, вы это должны описать, тогда это не является подделкой ваших данных, фабрикацией ваших данных или каким-то избыточными манипуляциями, если вы это описываете как этап подготовки к анализу. Дальше. Оригинальность текста. Ну, никого не надо, наверное, в этом убеждать, хотя вопрос о самоплагиате, он обсуждается, и он довольно сложный. Если вы занимаетесь переклеиванием фрагментов ваших статей из одних в другие, без необходимого обоснования такого самоплагиата, то это считается плагиатом. Поэтому вы должны помнить, что любое включение результатов исследований, идей, методов должно быть объяснено и обосновано. Если должно быть сопровождено необходимыми ссылками на авторов, тогда это не попадает под определение плагиата. Опять же, раскрытие конфликта интересов. Очень сложный вопрос. Самый простой случай – это когда выполняется, например, работа на средства коммерческой компании, по заказу коммерческой компании. Результаты выполнения этой работы публикуются в виде научной статьи. Обязательно должен быть раскрыт источник финансирования. Если вы его не раскрываете, это считается нарушением научной этики. Поскольку эта работа финансируется в интересах компании, результат может определяться выделенным финансированием. Конечно, это все лежит на вашей собственной научной честности, и вы как бы тут вольны поступать, как вы считаете нужным в соответствии с вашей совестью, но вы обязательно должны раскрыть источник финансирования. Это самый простой вариант. Более того, по требованию многих журналов авторы обязаны раскрывать, например, сделанные, оплаченные лекции, проведенные, например, на средства университета, которые упоминаются в аффилиациях. Я не имею в виду курсы обученческие, такие вот в обучающих программах. Я имею в виду программы, когда вы
например, приезжаете по запросу какого-то университета, университет оплачивает вам эту лекцию, а дальше вы эту лекцию в виде обзора, например, печатаете в журнале, при этом не упоминая, что вы являетесь платным лектором в этом университете или вы являетесь платным консультантом в какой-то компании и упоминаете продукты этой компании в вашей работе и так далее. То есть все это должно упоминаться в специальном разделе, который касается раскрытия конфликта интересов, дабы читатель и сообщество имело право сделать свои выводы на основании этого о достоверности воспринимаемой ими информации. Упоминание фондирующих организаций, недопустимость включения соавторов в публикации в качестве уважения, почета и так далее, если ваш соавтор не был вовлечен в процесс подготовки работы и проведения работы на каком-либо этапе. Например, включение редактора журнала для того, чтобы опубликоваться в этом журнале, это есть нарушение научной этики. А дальше степень нарушения научной этики диктуется совестью и этичностью каждого участника этого процесса. Я, так сказать, позволю себе не расшифровывать дальше, но для тех, кому интересно, вы можете ознакомиться с этим разделом в докладе и вот, собственно, как бы со ссылками на те работы, которые формируют. Точно так же включение повторных аффилиаций в авторские аффилиации. Да, если работа не выполнялась в учреждении, оно включается в список аффилиаций, потому что автор получает там зарплату, но при этом не выполняет эту работу как сотрудник этой организации по заказу и плану этой организации, в принципе, это считается нарушением правил научной этики. Ну, вот это как бы коротко так. Значит, выбор способа публикации. Ну, всем хорошо известно, что вы не имеете права представлять вашу публикацию в несколько изданий, если вы не имеете права публиковать повторно одни и те же результаты одновременно, да, вы не имеете права публиковать повторно одни и те же результаты, если они уже были опубликованы в каком-либо издании в этом виде, вы не можете их представить в другой, за исключением ситуации, когда оговорено в правилах, например, некоторых журналов. Ну, вот раньше так было, например, в журнале «Доклады Академии наук». Там было написано, что публикация, которая в докладах осуществляется, она может рассматриваться как предварительная публикация данных и не исключает публикации данных в более развернутом виде, потому что журнал публиковал очень короткие сообщения в виде вот этих докладов, так сказать, да, и вы могли в расширенном виде это представить в любой другой журнал в виде тезисов на конференции. И если вы повторно используете эти результаты, публикуя их в развернутом виде в журнале, это не является нарушением этики. Но если эта статья уже была напечатана, а вы печатаете эти результаты по второму разу, а вот я вам могу сказать, что в моей практике был случай, когда я такую статью поймал как рецензент, где данные печатались уже третий раз, вот, то это недопустимо, поскольку это нарушение, полное нарушение научной этики. Неподходящий для выбора, для публикации журнал по тематике также является примером нарушения научной этики, если он не сфокусирован на той работе, которую вы выполняете. Вернее, не сфокусирован на той области исследований, в которой вы работаете. Публикации в хищнических журналах, так называемых, об этом сейчас очень много говорится в нашей стране, поскольку цель этих журналов, собственно, принесение дохода их владельцам и издателям, и, в общем-то, никакой другой научной цели с точки зрения представления результатов сообществу эти журналы не несут, не выполняют такой миссии. Салями Science, о котором я говорил, да, когда проводится нарезание одного эксперимента на много мелких экспериментов для увеличения числа публикаций.
Понятно, что с нас этого требуют сейчас очень активно, что мы должны все время увеличивать число публикаций. Это то давление, о котором я говорил вот чуть ранее. Но тем не менее, да, это пример неправильного подхода к пониманию научной этики. Процессы рецензирования и рассмотрения в редакциях, включая повторное, включая исправление. Большим достижением современной науки принято считать, современной научной этики, принято считать, что достаточно активно сегодня статьи, в которых автор не подтверждают результаты работ, проведенных даже достаточно давно, они из журналов убираются, отзываются и так далее. Это считается, в общем-то, таким признаком оздоровления научного сообщества, что оно способно само следить. Вот я уже перебираю по времени, наверное, очень много, да. В общем, что я хочу сказать, что вот это тоже важный аспект в процессе рецензирования, да, когда рецензент может быть заинтересован в выполнении своей работы и таким образом задерживать публикацию другой работы, или редакция может задерживать публикацию работы. Такая история была, вот я приводил в качестве примера, по-моему, когда было одновременно в Science и Nature опубликован геном человека. Вот авторы одной из этих работ считают, что их работа была намеренно задержана для того, чтобы другая группа успела к этому моменту закончить свою работу. Это тоже, в общем-то, является проявлением нарушения научной этики. Я еще раз вас, так сказать, обращаю к этому докладу. Просто это достаточно интересно, если вы прочтете его и задумайтесь об этом хотя бы. И это пути, которые предлагают авторы, для преодоления очень многих аспектов. То есть мы должны следить за самоцитированием, мы не должны манипулировать цитатами, то есть стремясь повысить там, в том числе и положение журнала какого-то научного в определенной группе своих журналов. Плагиат, манипуляция с изображениями, избыточная активность рецензентов. И здесь имеется в виду те ситуации, когда авторы зачастую создают дополнительные аккаунты под чужими именами несуществующих людей и представляют такие аккаунты в качестве основных когда журнал просит представить им рецензентов, да, а дальше сами рецензируют эти свои собственные статьи под чужими именами и отправляют их в журнал. Такие случаи есть, на них ловили людей, реально. Да, они предлагают там кучу различных инструментов, с помощью которого можно это отслеживать. И еще раз, вот я бы хотел вас вот к этой статье адресовать в Journal of Neurochemistry, поскольку в ней изложено вот несколько правил, которые уже на сегодня считаются правилами хорошей исследовательской практики, да, добросовестной исследовательской практики, и они рекомендованы и исполняются при представлении статей вот в этот журнал. Здесь и доступ к первичному материалу, и раскрытие конфликтов интересов и так далее, и так далее, и так далее. Вот эти пара статей, я бы очень рекомендовал вам с ними познакомиться. И последнее, что это вот этот сайт. Значит, на этом сайте изложены соображения группы людей, которые взялись выработать рекомендации для хорошего изложения результатов инвиво экспериментов в исследованиях на животных. Вот этот гайд Arrive или Arrive очень активно начинает использоваться многими редакциями для оценки экспериментов, проведенных на животных. Поэтому это такой опросник, даже они сделали автоматическую программу, которая позволяет вам понять, насколько прозрачно, корректно вы излагаете в вашей статье результаты собственных экспериментов. Они сами не оценивают ничего, но используя их рекомендации, вы можете самостоятельно проследить и оценить то, какие правила вы соблюли
что вы не соблюдаете, где вам можно улучшить, и тогда вы больше гарантий имеете опубликовать ваши результаты, ну и так далее. Собственно, все, я закончил. Я очень прошу прощения, что я так долго. Но мне кажется, у нас там потом дальше нет лекции такой по Да, научной этике. Мне кажется, что это вот важно было это обсудить. Да, хорошо. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое, коллеги. У вас уже есть возможность включать микрофон. У кого-нибудь есть вопросы, Михаил Юрьевич? Или все расстроены? А вот есть. Да, Анна, пожалуйста. Да, спасибо большое за лекцию. Вот, у меня появился такой вопрос, а подписана ли Хельсинская декларация Российской Федерации? Хельсинская, по-моему, подписана. Нашей подписи нет под Базельской декларацией и под директивой вот, Евросоюза. То, что касается исследований на животных, вот там у нас все гораздо хуже. Поэтому, с одной стороны, это нам, наверное, облегчает работу в значительной степени, потому что позволяет использовать активно животных в исследованиях, что очень затруднено на Западе сейчас. Вот. Но, с другой стороны, ну, я все-таки призываю всех, да, стараться хотя бы познакомиться с этими документами, да, в своей практике, чтобы стремиться придерживаться их. Там нет ничего такого, вот знаете, что каждый из нас, над чем каждый из нас, кто работает с животными, не задумывался. Мы все об этом с вами рано или поздно начинаем думать. Вот. Но просто когда вы это видите в сформулированном виде, может быть, и свои мысли как-то оформляются лучше. И поэтому как-то, ну, мне кажется, проще становится. Хорошо, спасибо. Так, еще вопросы? Ну, если пока нет вопросов, я спрошу. Вот есть же такая практика, ну, обязательно для клинических испытаний, это double blind и triple blind. Можно ли ее вообще применять у нас тоже? У нас, по крайней мере, когда экспериментатор, работающий с людьми, знает, в чем смысл эксперимента, инструкции могут очень сильно отличаться. И я так думаю, в принципе, с животными это тоже действует. Да. То есть triple blind это вообще желательно, это когда даже тот, который анализирует данные, не знает, в чем смысл эксперимента. Да, значит, в этом у нас есть большая проблема, потому что если вы знакомы с тем, как организована наука на Западе, то наверняка знакомы или хотя бы формально знакомы, то вы понимаете, что там, ну, во-первых, ослепление является непременным требованием практически всех современных журналов. Везде про это написано, вот, и даже в отечественных журналах такое требование официально и включено, по крайней мере, в правила, ну, как минимум, нескольких журналов, которые я знаю. Вот. Ну, я, может быть, другие не знаю, я в смысле имею в виду, что это происходит, и редакции это понимают, необходимость этого. Есть, конечно, с этим большая проблема, но стремиться к этому необходимо, потому что когда экспериментатор не знает, что у него за животные, он более равномерно к ним относится, более одинаково к ним относится, что ли. И не стремится изменить условия эксперимента, иногда исподволь, Ну да, не желая этого. Да. То есть не то, что он специально стремится внести что-то, я таких вообще не рассматриваю. Да? Но бывают такие ситуации, когда, ну, действительно, ты исподволь делаешь какие-то манипуляции, которые позволяют, ну, подопытному животному вести себя иначе, чем контрольное животное. И здесь, конечно, очень важно. Есть такие вещи, ну, например, я вам скажу, да, вы никогда не спутаете ишемическое животное, животное, перенесшее, например, ишемию мозга, и животное или травму мозга, и контрольное животное, если вы будете наблюдать их поведение, особенно в близкие сроки после операции. Тут хоть ослепляй, хоть не ослепляй. Ну, ничего ты не сделаешь, они видны. Но когда ты имеешь дело, например, с животными на дальних сроках после операции, то, конечно, лучше не знать. Вот мы сейчас, например, так делали эксперимент. Ну да. Вот у нас есть люди, которые этих животных пронумеровали и знают, кто. И был я, который выполнял поведенческие эксперименты, и мне было все равно. И потом некоторых животных я просто проверял, уже глядя и наблюдая их поведение. Мне было интересно, это я угадал или не угадал по их поведению. Но каких-то угадывал, каких-то не угадывал. То есть когда вот они уже более-менее нормальные на дальних сроках, то лучше, чтобы все-таки ослепление такое было.
Потому что до момента анализа, естественно, потому что когда вы приступаете к анализу, вы все равно разносите данные по экспериментальным группам, и там это уже понятно, что человек, который анализирует, имеет к этому доступ. Но экспериментатор, выполняющий работу, лучше, чтобы он не имел доступа, или были бы кодированы вещества, которые он вводит, или были бы кодированы животные, которые получили те или иные воздействия, человеком, который не выполняет непосредственные манипуляции. Но я думаю, что по людям, наверное, так же. Хотя не знаю, насколько это возможно, но стремиться к этому, давайте все-таки стремиться к лучшему, сами для себя. Стремимся, ресурсов не хватает, как правило же. Ну да, это тоже. Студенты-аспиранты делают работу, они знают, в чем смысл эксперимента так или иначе. Но еще у людей еще советуют даже именно человек, который анализирует людей, он не знает, чем группы отличаются, и как бы он не знает. Ну, варианты разные существуют ослеплений, но ослепление везде требуется вот прямо чтобы вы написали. А иногда, когда вы не упоминаете об этом, рецензенты вас заставляют об этом упомянуть. Да. То есть насколько люди, выполнявшие работу, анализировавшие работу, были ослеплены относительно исходных условий эксперимента. Тогда еще у нас 3 минутки есть. Если вопросов нет, у меня еще один вопрос по поводу выбора критериев для статистики, потому что, судя по всему, они все равно арбитрарно выбираются. То есть вы как-то волевым решением принимаете тот или иной критерий как нужный. Или есть все-таки способы расчета этих критериев по статистике? Ну, вот я, собственно говоря, мы когда с Сан Санычем предварительно обсуждали, и я ему высказывал некие пожелания, как вот слушатель, мне казалось, было бы интересно услышать. Я как раз ему говорил, что вообще полезно прочитать курс этот так, чтобы человек получил руководство к выбору тех или иных методов анализа. Почему? Потому что, они, с одной стороны, диктуются, выбор этих методов диктуется постановкой задачи, что вы хотите сделать. И именно статистически надо сформулировать задачу. Не я хочу пронаблюдать, как вещество А влияет на показатель поведения Б, а именно статистически сформулировать. Я сравниваю собираюсь сравнивать 2 группы, 3 группы, более групп. Исходя из этого, я выбираю тот или иной подход. Если я выбрал этот подход применим только к нормально распределенным данным, тогда я выбираю вот такой анализ. Если он допускает, что распределение данных может быть отличным от нормального, я могу выбрать в качестве метода анализа другой анализ. То есть такой сделать... Он на самом деле такая штука есть. Значит, есть несколько работ, посвященных статистическому анализу такого... Я его не знаю лично, кто это. Это человек по фамилии Гржебовский. И работы опубликованы на русском языке. Опубликованы они в странном журнале «Экология человека», и ко всем к ним есть открытый доступ через Киберленинку. Вы можете все прочитать. У него, вот, на мой взгляд, очень доходчивым языком, в отличие от многих учебников по статистике, прямо написано из практических соображений, с чего вы должны начинать и как вы должны к этому подходить. Начиная от того, что выбрать в качестве описательной статистики: средний доверительный интервал, среднее стандартную ошибку, стандартное отклонение, медиану, интерквартильный размах, в каких случаях нужно так, в каких случаях нужно так, в каких случаях допустимо и то, и другое. На примерах это разобрано. Дальше у него есть статья, это самый первый, по-моему, у него статья. Есть вторая статья, в которой вот приведен буквально как определитель для растений или для животных выбор статистического метода анализа для ваших конкретных условий. Именно начинающийся с формулировки статистической гипотезы. А что я хочу сделать? Я хочу вот с точки зрения анализа сравнить столько-то групп или столько-то групп, или в одной группе что-то изучить. Мои показатели, которые я получаю, они получаются как независимые показатели или как связанные между собой переменные, да, как независимые переменные, или как связанные между собой переменные. Я должен туда-то или туда-то пойти. Прямо вот такое вот древо нарисовано подбора методов анализа. И это очень полезно, на мой взгляд, особенно вот было бы аспирантам и студентам, если бы такую штуку они хотя бы посмотрели, да, и научились формулировать. И дальше там целая серия статей,
как сравнивать две группы, если вам надо сравнивать, как сравнивать независимые две группы, три группы и более, как сравнивать связанные между собой переменные или зависимые переменные, как это может быть, как это реализовано, по-моему, в SPSS, в статистике и еще где-то, если мне память не изменяет, прямо вот с принтскринами, как куда чего забить, какую штучку куда. Нужно ли использовать множественные сравнения средних и как их правильно использовать, множественные сравнения средних, как учитывать эту множественность сравнений. И даже прямо рассчитанные изменения критерия значимости для разного числа групп экспериментальных, которые вы сравниваете между собой. То есть, в принципе, это, мне кажется, очень полезным. Я сам периодически к них смотрю. Пошлите ссылку нам. Ну, в принципе, еще есть J-Power, называется тоже приложение, которое можно скачать бесплатно, рассчитать там эффект. Да, про Power Analysis. Я вот тоже Сан Саныча просил обязательно на этом остановиться, потому что это помогает, в общем-то, ну, как бы немножко понять, почему столько, а не столько мы должны взять, да, и чего мы с этой помощью можем достичь. Вот. И, в принципе, вы даже как бы можете, имея ваши данные, посчитать мощность. Это, конечно, не очень хорошо, это так называемая наблюдаемая мощность, но вы можете хотя бы понять, вы приближаетесь с вашим P005 там, и вашим, да, вы вот такими группами перекрывающимися, вы приближаетесь к той мощности 0,8, которая рекомендована для биологических объектов, или у вас мощность теста вашего там 0,2. И, в принципе, вы можете забыть, по большому счету, о том, что вы наблюдаете такие различия. Сейчас многие, они требуют, многие рецензенты, у них любимый а вопрос. Вот Power Analysis прямо вот требуется, да, вот в Journal of Neurochemistry, они вот в этой статье прямо вот директивно, что мы уже включили в исследование, в правила для авторов. Да, это правда. Хорошо, спасибо большое, мы немножко перебрали со временем, тогда... Да, я прошу прощения, спасибо огромное, коллеги, да. Если что, пишите, звоните, до свидания. Я эту штуку